Что было бы, если бы сделали Россия танк? Узнаем прямо сейчас, в этом видео. Редкие виды танков, которые вы можете увидеть или не увидеть никогда. Это танковая дичь. Россия танк самый крутой танк в мире, а остальные танки ему просто завидуют. Ну, как минимум, по мнению Россия танка. И вообще, Россия танк это самый дружелюбный танк. А если кто-то будет с этим спорить, тому пипец. Россия танк может вести бой в любых условиях. Экипаж может есть мороженое в минус 30 и сидеть в танке с закрытым люком в плюс 30. А также Россия танк способен ездить по любой местности, ведь он даже не слышал о том, что такое дороги. Какие-то ровные у вас тут ямы. Че? Этот танк, точнее его предшественник, первым запустил в космос человека. Правда, сейчас он не может это повторить, потому что все забыл. Юра, а как бы там это делали? Еще этот танк объективно самый большой танк из всех существующих. В этом танке помещается аж 144 миллиона танкистов. И чтобы не замерзнуть, они греются от ядерного реактора и складывают пакеты в пакет. А еще в этом танке есть Моргенштерн танк, Жигули танк и еще много других страшных вещей. В Россия танк также входит Москва танк, ведь Россия танк это не только Москва танк. Еще у него есть жопа медведя. Она простирается от конца медведя практически до головы. И многие в ней живут. А многие и не знают, что в ней живут. Противники этого танка – печенеги и половцы-танки, которые терзают его, но Россия танк всегда героически с ними справляется. Ставь лайк, если тоже неплохо справляешься с печенегами с чаем. Броня Россия танка многослойная. Ее практически невозможно пробить, потому что под первым слоем второй, под вторым третий и так далее. Короче, матрешечная броня. Этот танк неплохо играет в футбол, то есть в хоккей, на траве, на снегу. В обычный футбол он так себе играет, но зато когда этот танк выезжает на лед, ему нет равных. Россия танк! Россия танк! И вот Россия чемпион по хоккею с мячом. Россия танк стреляет добром и межконтинентальными баллистическими ракетами. А своим союзникам, бабушка танку и дедушку танку, он поднимает пенсионный возраст. И они снова становятся молодыми и сильными. Но на самом деле нет. И вот Россия танк стягивает свою армию к границам измерения Х, чтобы отправиться забатить танком и попутно захватить несколько бесхозных земель. А теперь самое интересное, среди танков появился шпион. Досмотри это видео до конца и по скрытой пасхалке найди его и напиши в комментариях, кто он. Сообщения и посылки Россия танку помогает доставлять почта России танк. Внутри этого танка время течет по-другому. Здесь 1 час равен 28 рабочим дням. Поэтому почта танк хрен дождешься на поле боя. Куда он часто тупо не приезжает, потому что не смог его найти и уехал совершенно в другую сторону. А если происходит чудо и этот танк все-таки приезжает по правильным координатам, то случается это через несколько лет. Там уже никто не воюет, а люди уже эволюционировали в сверхсуществ. Это что за артефакт из прошлого? Не знаю, но выглядит прикольно. Почта танк может стрелять обычными снарядами, которые летят очень долго, и снарядами первого класса, которые летят чуть менее долго. Ну и те, и другие снаряды часто долетают до врага помятыми и сломанными, а иногда и вообще не долетают, потому что их своровали сами члены экипажа почта танка. Командир этого танка — ленивец Светлана Борисовна, которая постоянно просит противников подождать со своими выстрелами, потому что вас много, а я одна. И вообще, не видите, что ли, у нее обед? Ставь лайк и пусть весь мир подождет. Также в состав экипажа почта танка входит слоупок, черепаха и ждун. И туда принимают всех, кто любит, когда люди страдают. А часто вообще вместо своей прямой функции воевать, этот танк предлагает противникам купить тушенку, мыло или открытки. А еще у него есть, точнее был, беспилотник, который должен был бомбить врага с воздуха, но разбился о первую же стену сразу, как вылетел на испытание. А еще почта России танк часто создает очереди.
Даже посреди поля, потому что через него платят за квартиру и свет. Почта России танк также способен сломать даже самого терпеливого противника, ведь даже Хатика танк не смог дождаться его на поле боя и уехал. Чтобы связаться с этим танком по радиосвязи, союзники должны обязательно правильно написать индекс. Если вам нужно спрятать что-то так, чтобы его никто не нашел, положите это в почта танк. Почта России танк. Еще не все потеряно. Ну а управляется Россия танк из Москва танка. Москва танк часто путают с Россия танком, хотя они отличаются чуть больше, чем полностью. И между ними нет практически никаких сходств, кроме общего главнокомандующего государя-командира. В производство Москва танка вкладывают 85% всех финансовых резервов, поэтому он очень чистый, пафосный и современный. В Москва танке есть свои достопримечательности: царь-пушка, он же царь-дуло, и царь-люк. И еще царь-царь. Однако есть и свои минусы. Весь экипаж постоянно стоит в пробке и иногда вынужден общаться только по телефону. Потому что, чтобы попасть из одной части танка в другую, нужно потратить часа 2. Для тех, кто не хочет стоять в пробке, в танке есть метро, а еще и аэропорт. И не один. Кстати, Москва танком управляет мультинациональный экипаж. Поэтому в этом танке более толерантно относятся к другим культурам. Слушай, да? Снаряды Москва танка капец какие дорогие, и некоторые даже не верят, что они могут столько стоить. Но танкисты Москва танка могут себе это позволить, ведь Москва танк — это танк возможностей. Тут ты можешь быть кем угодно, хоть мехводом, хоть таксистом, хоть курьером или даже охранником. Этот танк всегда задает тон в боях и рассказывает всем, как надо правильно воевать, хотя совершенно не представляет, что происходит за его пределами на поле боя. А еще все боятся Москва танк, по мнению Москва танка. А свои сбережения Россия танк доверяет Сбербанк танку. Где бы ни припарковался Сбертанк, если постоять на одном месте какое-то время, вокруг танка сразу образуются бабки и пытаются получить пенсию. Сбертанк сделан с применением новейших блокчейн и машин-лернинг технологий, но тем не менее все работает по принципу: где танк оформляли, туда и идите. В Сбертанке можно взять кредит или ипотеку, не выходя из танка, и в принципе в нем и жить. Внимание, у танка на днище есть 3 секретные цифры, поэтому Сбертанк лучше не переворачивать, иначе злоумышленники смогут переписать все ваше имущество на другого человека. Из хороших новостей: пробитие можно восстановить бонусами «Спасибо». Грязь. Помимо стандартного экипажа, также в Сбертанке есть человек, который всегда вам вежливо подскажет, куда нажимать и что делать. Помните, чтобы управлять танком, обязательно нужно иметь при себе паспорт 14-летнего взрослого человека. Каждый Сбертанк оснащен удобным меню, в котором можно оплатить услуги ЖКХ, застраховаться от пробития или совершить вклад в боеукладку врага по 2% годовых. Для бережливых танкистов, которые не используют снаряды в бою, есть специальный сберегательный счет. Положите туда 20 снарядов, и уже через 10 лет у вас будет аж целых 21. Также Россия танк изобрел вакцина танк. Вакцина танк состоит из жидкости с маленькими кусочками корона танка, которые при попадании в танки союзников должны дать им иммунитет от корона танка и защитить их от пробития. Вакцина танк еще называют «Спутник Ви танк». И это потому, что многие считают, что он стреляет снарядами с микрочипами, которые, проникая в танк, позволяют отслеживать его местоположение с помощью спутников. Соединение со спутниками установлено. Да и вообще, управление танками противника сразу переходит в руки лапы рептилоидов, которые хотят поработить Землю. Ха-ха-ха-ха! Теперь можно больше не скрываться под маской. Ставь лайк, если задолбался надевать маску в магазине. А другие вообще считают, что вакцина танк производит излучение с помощью установленных на нем 5G вышек. Ну потому что спутник 5. G5, V как 5. Да он же чертов шпион! Так вот, вышки 5G, которые зомбируют противников и союзников и заставляют их подчиняться инопланетным масонским тварям. Смотри, я выстроил их всех, чтобы получилось слово «жопа». Вакцина танк — союзник Россия танка, который отправляет его вести военные действия и зачищать приспешников коронатанка в другие страны. Хотя до его изобретения Россия танк использовал другой вид вакцинации. И неплохо себя чувствовал. Ты меня уважаешь? И вообще, этот танк, вакцина танк,
признан помочь тем, кто задолбался сидеть в самоизоляции на базе и жрать гречу с туалетной бумагой. А также хочет больше не бояться коронатанка и полностью стереть его с поля боя. У вакцина танка есть свои союзники, например, карантин-танк и подорожник-танк, а также свои противники. Как сам коронатанк, так и танки-антипрививочники, которые считают, что вакцина-танк вообще не должен выезжать на поле боя. А на самом деле оружие против коронатанка уже найдено, просто ученые не могут его открыть. Саня, ну ты чё не можешь открыть эту звездочку-то? Пиши, кто из этих танков шпион, и подписывайся на канал.